то пляжи в Кассиси — это про дерзость, про сексуальность, про молодых людей с хорошими телами. Если юг Франции, то, конечно же, вы поедете смотреть на лаванду. Поэтому они все немножко удивляются, почему все туда ломятся иностранцы фотографироваться. Прикупили бутылочку себе лавандового вина, французская свадьба, первую, которую я посетила. Нам все принесли огромнейший кусок фуа-гра. Ты на такую свадьбу в Южной Франции вообще не будешь приглашен. Ребят, всем привет! Сегодня буду рассказывать про лето, потому что лето во Франции заканчивается 23 сентября. Еще есть время, еще успеваю со своим рассказом, потому что на самом деле, хоть мы и закончили уже давно учиться в университете, в школе все равно лето — это всегда что-то особенное. У меня всегда много поездок летом, и хотя я беру всегда отпуск на сентябрь, и в отпуск я уезжаю через 3 дня. Почему через 3 дня? Завтра я летаю в отпуск. В общем, несмотря на то, что отпуск у меня всегда осенью, лето все равно остается таким моментом, где больше свободы, где больше веселья, где друзья снимают дома, и ты приезжаешь к ним в эти дома, и вы катаетесь на лодках, вы сидите на пляже. И все равно, даже если ты живешь на юге страны, у вас, в принципе, солнце круглый год, мне кажется, это наша какая-то внутренняя прошивка, что летом как-то больше свободы, больше счастья и вот больше таких каких-то сумасшедших вечеринок. Это было первое лето, когда я уже поселилась во Франции, уже жила в своей квартире, потому что предыдущее лето мы провели без квартиры, кочуя от друзей к друзьям, от родителей к родственникам. То есть постоянно где-то перекидывали вещи, постоянно нужно было общаться с людьми. Постоянно мы были где-то гостями, а в этот раз наконец-то получилось пожить самостоятельно и устраивать себе путешествие, уже находясь в своей квартире. Несмотря на то, что этим летом случилось много всего интересного, я, наверное, выделю 3 вещи. И первое — это был мой поезд на Каланки в Кассис. Это была поездка для себя, которую я подарила самой себе. Просто такой женский феминный дух, бунт, побыть самой собой и уехав в городом одиночестве. Потом я расскажу про французскую свадьбу. Это была моя первая свадьба во Франции. Она была очень интересна, потому что она была достаточно своеобразна. В ней отражались какие-то национальные настроения региона. Из моего рассказа вы поймете, почему я так посчитала. Это было интересно, да, это был интересный опыт, в том числе и культурный. И третье, это, наверное, будет поездка на лавандовые поля по Провансу, потому что, наверное, в принципе, с лавандовыми полями ассоциируется у многих образ юга Франции, вот эта вся пшеница, которая растет вместе с лавандой, эти поля, уходящие вдаль, в небеса, и ты такая в платьях бежишь, и, конечно же, это не смотрится совсем попсово, и, конечно же, там не стоят тысячи машин с китайскими туристами, которые бегут в платьях так же, как и ты. Вот. Ну, в любом случае, это был интересный опыт, не будем скатываться в цинизм, потому что многие популярные места, они популярны, знаете, заслуженно, и нет смысла избегать каких-то сильно раскрученных мест, например, Лувра в Париже или лавандовых полей в Провансе, лишь потому что много людей, туда стоит сходить, и все эти люди тоже не дураки, они действительно идут туда, потому что это интереснейшие места, их точно стоит увидеть. Другой вопрос — насколько грамотно можно и нужно организовать логистику. Короче, Кассис — это одно из тех мест недалеко от Марселя, куда можно приехать на поезде за полчаса. Это офигенное место для тех, кто хочет заняться, в принципе, даже активными видами спорта, потому что там можно и заняться хайкингом, там есть национальные парки, в них-то я и пошла. Там можно прыгать с гор, там такие галечные красивые пляжи. В общем, чем мне понравилось это место, то, что, знаете, по сравнению с пляжами французской ривьеры, который такой оплот жизни французских пенсионеров и семей с детьми, потому что там удобные очень песчаные пляжи, либо если есть галька, то она очень мелкая, то пляжи в Кассиси — это про дерзость, про сексуальность, про молодых людей с хорошими телами, про прыжки в воду с этих каланок, там
большое расстояние, и там очень удобный вход в воду, потому что, в принципе, пляжей в общепринятом смысле этого слова песчаных или галечных там очень мало, их буквально 3-4, и они ограждены бухтами, и поэтому классные ребята, конечно же, девчонки с хорошими телами, мужчины с очень хорошими телами, с музычкой, они все расстилают полотенца на скалах и прыгают в воду со скал. Это, конечно, совсем другой контингент, это очень-очень красивые люди, это французская молодежь, мне кажется, ее лучшие представители. Я, наверное, нигде не видела таких красивых людей на пляже, как там, потому что нужно быть действительно в хорошей физической спорте, нужно быть действительно в хорошей физической форме, чтобы приехать купаться на пляже в Кассисе, ну, в принципе, на все пляжи, где тебе нужно карабкаться, чтобы поплавать в воде. И это было достаточно мощно, завораживающе и кайфово. Я туда приехала, потому что мне очень захотелось посвятить время себе. Я иногда работаю на выходных, и поэтому посреди недели у меня есть время взять себе выходной. И я хотела съездить именно одна. Я, конечно, обожаю путешествия с бойфрендом, но именно в этот раз мне хотелось, чтобы это было такое путешествие с самой собой, знаете, когда не нужно идти на какие-то компромиссы, когда не нужно обсуждать, а ты хочешь встать в 7 утра или ты хочешь встать в 9 утра, ты хочешь сейчас к бассейну или пойдем на хайкинг, ты хочешь в музей или мы хотим пойти на перо. Мне просто хотелось 3 дня делать то, что хочу я, ни с кем не договариваясь, ни с кем не идя на компромиссы, проведя день полностью по своему усмотрению. И я вот уехала из Монпелье, сначала до Марселя, была в поезде забастовка, то есть мы опоздали на 2 часа, потом этот поезд из Марселя до Кассиса никак не хотел отправляться, в общем, из Монпелье, я ехала 6 часов. Это было долго, но когда я приехала, вышла на платформу, вдохнула этот свежий воздух, услышала эти звуки цикады и увидела это расстилающееся море деревьев, эвкалиптов на горизонте, я подумала, окей, все это было не зря, мои девичьи каникулы начинаются. Я приехала на 2 ночи и проводила дни вот так, как я хотела. Я читала целыми днями, я сидела у бассейна, я слушала цикад. К вечеру, в 6 часов вечера я приходила на перрон в один и тот же бар с книгой, и никто со мной не заговаривал. То есть я могла посвятить 3 дня своему любимому хобби, чтению книг и бесцельным прогулкам без дела. То есть меня никто не отвлекал, я была посвящена самой себе, и я максимально кайфанула. Это про то, насколько важно совместить отпуск в одиночестве с местом, которое тебе симпатично, потому что я поехала в Кассис в том числе, потому что там много опций и для хайкинга. В общем, на второй день я проснулась с утра пораньше, в 6 утра, и пошла первая по тропке в национальный парк. Я остановилась в отеле, который был близко к входу в национальный парк, потому что иначе, идти-то вообще-то далековато, там около 30-40 минут. И с учетом того, что идешь в горку, такой существенный подъем. Еще был, конечно, июль, было очень жарко, 30 градусов, и туда я шла бодро. Там в национальном парке можно сходить, подняться на 3 каланки, посмотреть с разных смотровых площадок. Мне хватило только на то, чтобы дойти до первой. И, в принципе, это тоже про то, что когда ты путешествуешь одна, ты никому ничего не должна. И я сказала себе, окей, малышка, ты дошла уже до первой каланки, тут уже очень красиво. Хочешь ли ты заставлять себя карабкаться дальше в скалы, уже становится жарко, подниматься на какие-то дальние каланки, только чтобы кому-то что-то доказать, что ты все посмотрела? Я послушала себя. Нет, я ничего этого не хочу. Я хочу остаться прямо на первой каланке. Мне все нравится. Я сяду прямо здесь, расстелю свое полотенчико. Сейчас 7 утра, то есть я дошла за час от своего отеля. Я открою опять-таки свою книгу. Я собираюсь купаться. Я собираюсь есть свои фрукты, есть свой пикник, ждать, пока сюда придут люди, и вообще максимально кайфовать. Я вообще не хочу ничего достигать, никому ничего доказывать. Это вообще мои каникулы. В общем, так я и просидела у этих скал часов 5-6. Я почему-то решила взять с собой Набокова «Защиту Лужина».
И, знаете, у меня часто книги ассоциируются с тем местом, в которых я их читала или перечитывала, и поэтому теперь постоянно, говоря о Набокове и защите Лужной, я буду вспоминать это место в Кассис. Если честно, странный выбор книги для отдыха. Книга очень специфическая, и это был не лучший выбор, ну, что поделать. Набоков так Набоков. В общем, ела персики, я пыталась получить удовольствие от купания в холодной воде, потому что, да, на Каланках вода действительно холодная. Это, знаете, не покупаться в Монпелье, где пляж такой пологий, песчаный, хорошо прогревается. Это, во-первых, очень глубокие полноводные фьорды, поэтому, возможно, там такая холодная вода, но она прям холодная, то есть на улице 32 градуса, может, даже было больше, а вода, ну, чуть ли не ледниковая вода. Я думаю, это связано с тем, что вода течет с гор, возможно, или там какие-то ледники. Короче, вода холодная. И так, чтобы просто кайфануть от купания, ну, это не совсем про это. Это, да, не то место, где можно просто расслабиться, плавая в воде, там барахтаться целый день. Там реально очень освежающе. Занырнула, как в прорубь, сказала ух, и вылезла обратно на скалу греться под солнышком. А люди стали подтягиваться уже к 9 утра, уже к 10 утра. И, конечно же, люди, которые шли в парах или шли с друзьями, они все хотели друг другу доказать, и поэтому они шли до самого конца Каланок, до самого конца национального парка. Мы уже поняли, что я ничего из этого не делала, потому что я была на чили и на расслабоне. Я провела все 6 часов на одном и том же месте. Я отлично дочитала защиту Лужина, я съела все персики и довольная пошла обратно. Когда я говорю довольная пошла обратно, это значит, что я охерела, пока шла обратно. Было так жарко, я просто шла от одной тени дерева к другой тени дерева мелкими перебежками, и все равно я успела обгореть за тот час, что я спускалась, потому что солнце палило просто жестко. Ну, вообще, конечно, странная идея ехать на юг Франции в июле или августе и ходить там в хайкинг, но я всегда стараюсь сделать что-то, пока есть такая возможность. Поэтому могла в июле, поехала в июле, но вообще это было жестко. Если у вас есть желание нормально погулять и насладиться национальным парком и красивыми видами, конечно, едьте в мае, в апреле или в сентябре. Что летом было жестко, и за тот час, что я дошла, я просто чуть ли не сошла с ума, я просто обгорела, я как могла прикрывалась, и все равно это были какие-то ужасные муки идти, даже с учетом того, что я спускалась, уже не поднималась, было жутко жарко. Но anyway, хорошо, что я пришла в свой отель и поплавала. Кстати, насчет отеля это отдельная тема, там какие-то просто сумасшедшие цены в этом Кассисе, как будто мы в Монако приехали, там цены на средние трехзвездочные отели 300, 400, 500 долларов за ночь. Ну, своеобразно. Мне кажется, ну, кстати, там есть опция остановиться в кемпинге. Вот в кемпинге, возможно, там как-то посправедливее. Потому что, да, цены на отели меня тоже поразили своей негуманностью. В общем, я была в 2 таких городках, где можно посмотреть на Каланки. Это Кассис, вот в это лето я съездила. И 2 года назад я была с друзьями в Ла-Сьотте. Тоже буквально еще час на поезде от Кассиса, то есть 1,5 часа от Марселя. Тот же вайб, те же Каланки, те же походы по национальным паркам. А в Ла-Сьотте еще красивейший национальный парк прямо в черте города. Это самое красивое, что я видела во Франции. То есть для меня нет ничего красивее, чем сочетание скал, зелени и голубого моря. Просто лазурного, очень красиво. Никакие песчаные пляжи для меня с этим не сравнятся, потому что это, знаете, больше про буйство, больше про такую дерзкую, молодую природу. Ну и я уже говорила, для меня это больше про сексуальных людей, которые могут вскарабкаться на эти скалы, чтобы с них прыгать. Знаете, там пенсионеры или мамашки с детками, без обид, но туда не пойдут. Поэтому, если вы молодые, дерзкие, скалонки и хотите похвастаться красивой фигурой, вот, я думаю, вам там понравится. Второе впечатление этого лета – это, конечно же, лавандовые поля. Я, в принципе, давно собиралась с них посмотреть, потому что это классическая программа, мы все видели эти красивые иллюстрации во всех путеводителях. Если юг Франции, то, конечно же, вы поедете смотреть на лаванду. И, как я уже говорила в начале видео, поедете вы и еще сотни китайцев, хорошо, если сотни, не тысячи, поедут вместе с вами смотреть на эти лавандовые поля. Поэтому не знаю, как насчет того, чтобы путешествовать в групповые путешествия по полям.
Ну, возможно, сомнительно, потому что, если честно, лаванда, конечно, прекрасна, но с другой стороны, это просто лаванда. То есть вы будете ехать по полям, которые засажены пшеницей, лавандой или просто лавандой. Некоторые поля будут более ухоженные, некоторые поля будут менее ухоженными, некоторые поля будут подстрижены специально для туристов, чтобы было там красиво делать фотографии, чем мы и занялись с подружками. Но в общем и целом это просто растения. И, например, французы до сих пор думают, откуда такой ажиотаж возле обычных таких, с их точки зрения, вещей, таких обычных растений, как лаванда. Поэтому они все немножко удивляются, почему все туда ломятся иностранцы фотографироваться. Ну, предположим. Мне, позвонили подружки, с которой живут со мной в Монпелье. Говорят: Дана, к нам приезжает классный фотограф из Швейцарии, и мы собираемся все собраться девчонками, собрать моделей, собрать реквизит и погнать на тачке в Прованс с ночевкой. Хочешь, прыгай в тачку с нами, поедем на винодельни, будем устраивать себе пикники и наслаждаться лавандовыми полями. Конечно, девчонки, я всегда с вами. Я запрыгнула в тачку, и мы погнали на 2 дня. То есть это было классное путешествие. Мы выехали в Валенсоль, потому что Валенсоль, в принципе, считается одной из столиц лавандового бизнеса и всех тем, связанных с производством лавандовой продукции, то есть от масел, масла, мыла, все для ухода за собой, парфюмерия, косметика. Купила себе прекрасный лавандовый крем. И, конечно же, вина с лавандовым оттенком. То есть все в регионе, столицей которого условного региона является Валенсоль. А вот июль и июнь, 2 месяца, когда это можно увидеть. Цветущие поля огромной лаванды. Поехали мы в этот Валенсоль. 3 часа ехали. Закупились вкусными фруктами по пути, останавливались, закупали себе в придорожных магазинчиках персики, которые, знаете, уже сочатся свежими просто соками, нектарины, свежие вишни, подкупили себе свежих фермерских козьих сыров. То есть, знаете, уже такое чувство, что ты еще больше традиционный юг едешь, чем Монпелье, чем Лангедок. Прованс — это еще более такое для меня устойчивое словосочетание в мозгу, которое путешествие в Прованс, но это вообще про лето. В общем, да, по пути из Монпелье в Валенсоль мы заехали на винодельни, подегустировали вино, как везде в Провансе большой упор делается на розе. Все просто уставленный холл в бутике вина, весь заставлен розе. Это очень красиво. Красивые бутылки, знаете, не эти темные для красного вина или для белого вина, а именно розовые, светлые, прозрачные бутылки. Это вообще очень красиво, с учетом того, что все здания имеют тоже такую светлую окраску, нежно-серую. И для меня Прованс вот это тоже про сочетание таких нежных оттенков, как светло-серый, светло-розовый, такие прозрачные воздушные цвета. Попробовали, да, вина. Ставлю 2 названия виноделин, которые мы посетили. Обе органические, в принципе, интересный опыт. Прикупили бутылочку себе лавандового вина с лавандовым оттенком. Чтобы это не значило лавандовое вино, наверное, потому что если вы в регионе, где производится лаванда, она рисует на обложке лаванду. Понятно, что для производства вина она никак не может пригодиться. И потом приехали в свой отельчик. Мы специально сняли место возле лавандовых полей, чтобы и вечером поснимать, устроить пикник, и, знаете, отдохнуть по-настоящему. Потом покупаться в бассейне и с утра встать пораньше и поехать дальше на съемки, исследовать поля. Ну, в общем, так мы и провели 2 дня. Мы приехали в бассейн, мы приехали в отель, мы заселились, покупались в бассейне. И вышли, когда уже из бассейна, уже одетые, с собой взяли все вещи, все фрукты, всю еду для пикника, бутылочки, оделись в длинные платья, чтобы пофотографироваться, ну куда же без этого. И поехали вдоль полей, уже было 8 вечера, и ты открываешь окно, и ты, во-первых, видишь эти бесконечные поля фиолетовой лаванды, во-вторых, ты чувствуешь этот запах
такой насыщенный, густой запах лаванды. Это как какой-то концентрат на тебя брызнули, только ты в нем плывешь, потому что еще очень жарко. То есть жара вот перед тем, как солнце зайдет, достигла своего максимального пика, да, где-то вот 8 вечера. Очень жаркий, на тебя просто волнами накатывает этот запах, ну, вкуснейшей лаванды. Я просто очень люблю этот аромат. И ты едешь вдоль этих полей. В общем, если собираетесь ехать на поля, обязательно забронируйте себе ночевку где-то возле полей, чтобы иметь возможность посетить их не только во время дня, когда вы будете ходить, мучаясь от жаркого провансальского солнца, потому что будет очень жарко во время дня, и лаванда, ну, в принципе, днем она такая поблекшая, она не так красиво смотрится, как во время заката. И мы приехали на поле, там вот были разные, я уже говорила, какие-то менее ухоженные, какие-то более подстриженные в угоду туристам, вот такие прямо рядами подстриженные, потому что лаванду, которую выращивают на производстве именно для эссенции, для косметической продукции, ее, чтобы она лучше родила, садят вместе с пшеницей. И понятно, что это не смотрится так красиво, как хотелось бы туристкам. В большинстве случаев это женщины, конечно, которые любят фотографироваться на лаванде в платьях. И поэтому производство нормальной лаванды для нормального ее использования, где она будет реально использоваться по делу, это лаванда, засаженная вместе с пшеницей. Ну, такие не сильно аккуратные кусты, потому что пшеница, она такая растет колосьями, куда она захочет, да, ее сложно подстригать. В чем смысл подстригать пшеницу? Что у лаванды растет, куда захочет? Это поля настоящие, из которых что-то реально будут производить. А если лаванда уходит вдаль кустиками аккуратно подстриженными, там просто чуть ли не маникюрными ножницами, это поля для фотографий. Там хорошо еще, что они не платными стали. Вот, удивительно. Вот, и мы приехали, расселились, покидали себе подушек, выбрали себе место, где было поменьше людей, потому что, конечно, на закате было достаточно много парочек в белом, которые мечтали о этих самых лучших фотографиях среди лаванды. Ну окей, не будем их судить, потому что мы тоже себе сделали фотографию. Я вся такая в платье, иду вся такая вдаль по лавандовому полю, в руке у меня корзинка с плетеной белой салфеткой. Ну окей, хорошо, все мы грешные, все мы делаем это, эти неплохие фотографии получились. Ну, самое главное, что потом мы нормально сели, вот среди всей этой лаванды, да, на своей подушечке, налили вино в красивые бокалы, и вот там уже прекрасно встретили закат на красивом поле с лавандой, и вот среди всего этого запаха. С утра тоже поездили на поля, тоже пофотографировали, но проснулись мы поздно, никакого подъема на рассвете, и поэтому было сложновато нам выехать рано, и мы приехали уже, когда было 10 утра, такое жесткое солнце, поэтому фотографировались только самые стойкие. Это была не я в тенечке читала книгу, но тоже посмотрели на поля. В общем, я к тому, что 2 дня закладывайте, потому что в один день вам будет слишком жарко, потом обязательно встретите закат, потом утро обязательно проспите, поэтому, чтобы никуда не торопиться и по-настоящему насладиться этим, ну, в принципе, интересным опытом, все равно едьте с ночевкой вот на 2 денька. И можно Валенсуоль выбрать как базу. Реально хороший городок. Обычно лаванда цветет вот июнь-июль, так что обязательно успейте в эти 2 месяца съездить туда, посмотреть. Ну, по пути захватите местные винодельни в Провансе. Их достаточно много. Вот. Попробуйте вкусного розе выпить на закате где-нибудь посреди лавандового поля. И, наконец, третье событие лета, которое меня вдохновило, было интересным, это, конечно, французская свадьба, первую, которую я посетила. И она проходила на юге Франции, вот буквально уже на границе с Испанией, буквально полчаса до границы. И, конечно же, это наложило отпечаток на саму культуру проведения свадьбы, в первую очередь на гастрономическую составляющую этой свадьбы. Во-первых, свадьба, окей, как она началась? Она была достаточно построена интересно, я всегда на это обращаю внимание, потому что я работала очень много в свадебном бизнесе, я была организатором свадебных фотосессий и координатором свадеб в Канкуне, когда жила в Мексике, 3 года занималась свадьбами, поэтому мне всегда интересно посмотреть, как люди устраивают свои свадьбы, потому что я их видела тысячи. Мне понравилось то, что сначала свадьба прошла в ЗАГСе, было где около 200 гостей в ЗАГСе, в небольшом
в небольшом городке. Потом мы все поехали на выездную церемонию. То есть все ребята просто расписались. Потом выездная церемония была устроена в шато, то есть там, где, собственно, и проходил весь банкет и вся следующая свадьба. И если обычно на выездной церемонии мы ждем, что невеста с женихом идут там, под руку с своими родителями и алтаря совершают бракосочетание, то здесь, так как эта часть уже бракосочетания была оформлена в ЗАГСе, молодые просто пришли под венец, сели на стульчики, и к ним стали выходить гости на специально устроенную для них платформу и зачитывать свои тосты и пожелания паре. А все мы остальные сидели в тени и слушали. То есть это интересное для меня наблюдение, то, что тосты, поздравления, пожелания в паре были устроены для гостей днем, знаете, когда еще никто не пьяный, не в ресторане, не нужно там вставать с микрофоном, когда все пьют под тост и говорить какое-то пожелание. А все это делается днем, когда все сидят, еще все трезвые, все сидят на стульчиках, все сидят в тени, молодые тоже сидят. То есть всем реально удобно и сидеть, и слушать, и, в принципе, там прочувствоваться, поплакать. И выходили и бабушки, и там дедушки, и тети, и дяди, все, кто хотел подготовленную свою речь для молодых высказать. Все вот это на выездной этой церемонии, на красиво украшенном, то есть на свежем воздухе, все красиво украшено, стульчики, там какие-то веревочки, украшения, цветы. Все вот эти пожелания высказывали. Вот это было классно, потому что, реально, как я думаю, больше получается уделить этому вниманию, чем когда эта поздравительная часть происходит в ресторане, где ты видишь этот стол, или где все сели, или где никто не сел, ты там озабочена своим стейком, и кто-то говорит тост. Здесь эту часть передвинули на день. В общем, аперо было потрясающим, оно длилось очень долго, я уже была к концу 4 часу полна, потому что подали все самые интересные закуски от суши, сашими, тунца до более традиционных французских закусок, паштеты, маленькие салатики, маленькие тапасы. 4 часа шло аперо, выступали музыканты, то есть это происходило на свежем воздухе, накрытые столы, выступали музыканты живая музыка играла, был концерт, можно было ходить, общаться со всеми людьми свободно. В принципе, в этом плюс фуршета, то, что ты не связан с своей компанией, ты можешь ходить, знакомиться с другими людьми. И это уже было часов 9 вечера, мы сходили посмотреть на красивый закат на этой винодельне, потому что, да, все происходило в шато, потому что, в принципе, семья невесты, она связана с винодельческим бизнесом, поэтому и свадьба была тоже устроена на винодельне, и вокруг шато были поля винограда, мы пошли туда, встретили закат, там ребята устраивали себе фотосессию, последние лучи солнца, красивые зеленые листья, длинные платья у девушек. Ну да, это было, правда, очень красиво. И потом было время ужина, ресторан. Сам ресторан, так как это винодельня, предполагал собой такую большую каменную залу, огражденную, наверное, поэтому, исходя из того, как неудобно были расположены столы, то есть гости друг друга не видели, потому что каждый стол был в своей нише, именно поэтому, наверное, часть с тостами перенесли на день. Вечером, была основная программа в ресторане, и там уже выступали и гости, и выступали сами молодожены. Самое главное, еда. Типа, к чему вы думаете, я вам все это рассказываю, как будто вы на свадьбах не были. Еда на южно-французской свадьбе, подчеркиваю. Знаете ли, что было подано на стартер, на первое блюдо? Всем подавали одно и то же. И я не помню, чтобы я заполняла дневничок, знаете, это заметки, когда тебе отправляют перед свадьбой заметки, ваши пожелания, или даже официант иногда спрашивают, что бы вы хотели есть на этой свадьбе, на главное блюдо и на закуску. В общем, никто ничего не спрашивал, всем принесли одно и то же, а человек, напоминаю, было около 200. Нам все принесли огромнейший кусок фуагра. Когда ничего тебе не зная, ставят на стол фуагра, ты можешь задуматься, а почему эти люди, как говорится, take it for granted, что я не vegetarian, не веган, и, в принципе, что поедание фуагры как-то вообще соответствует моему моральному компасу, моим моральным принципам. Я поделилась сомнением по поводу гуманности, этичности такого произвольного
наделение нас всех этим блюдом за столом. Я была единственная иностранка на свадьбе, ну, там были испанцы, но так свадьба испанская, дэш французская, можно сказать, что испанцы не считались за иностранцев. И, кстати, все за столом посмотрели за меня с удивлением. Я говорю: ребята, а вот если ты вегетарианец, что же ты будешь делать на этой свадьбе? И они все смотрят на меня и говорят: Дана, если ты вегетарианец или веган, ты на такую свадьбу в Южной Франции вообще не будешь приглашен. Потому что в этом регионе все связанное с уткой, это главная квинтэссенция стола, утка. И поэтому все ее производные, как, естественно, фуагра, должны быть на столе, на свадьбе. Мол, ты свои принципы там можешь оставлять за порогом, если уж приглашена на свадьбу в Южной Франции, в этот регион, то изволь есть, что подают. В общем, я ела фуагру. Да, господи, извините, я склоняю просто как колхозница. Фуагра. Я ела фуагра на закуску. Потом нам принесли еще дополнительные порции. Их я съела тоже. В общем, у меня было какое-то просто как Рождество, знаете, в двойном объеме наступило. И так как это была винодельня, нам подавали только вино. То есть не было никаких алкогольных напитков больше 15 градусов, только уже вечером, когда пришел отдельно бармен со своим личным баром, и те, кто оставались на танцы и на вечеринку после самого ужина, они уже могли просить себе сделать коктейльчики, у бармена заказать. Ну, честно, коктейльчики были не ахти, но в любом случае это единственная была опция выпить сильного алкоголя. Ничего в формате коньяка, бренди, рома, ничего из этого на столах не было, исключительно вино. И было какое-то ограничение по количеству бутылок на столы, то есть на нас, на 6 человек, вроде было рассчитано 6 бутылок, и на стол единственный, кто бегал официантом, не я, честно, не я пила, потому что, это была не я. И да, наш стол единственный, кто просил добавки, и официанты уже под конец засомневались, стоит ли нашему столу добавлять больше бутылок, потому что мы как-то пили активнее всех. Ну, извините, это было просто вино. На второе блюдо я думала, что будет тоже подана утка, но была подана баранина, была подана рагу. Хорошо, интересно. И потом, конечно, был классический этот французский торт из заварных профитролей, который скреплен карамелью, и я так поняла, что это самый традиционный десерт, который подается на свадьбе, и как будто исключительно только он и подается, и что вот, мол, все люди, там, обычно это славянские ребята, которые не хотят видеть этот торт на своей свадьбе, если не женятся во Франции, постоянно выдерживают такой спор со свекровью или с будущим свекром по поводу того, что я не хочу этот торт из профитролей, а, мол, французская свекровь всегда кричит: но это же свадьба, должен быть только торт из профитролей. В общем, торт из профитролей был ничего, но он супер сладкий, то есть это крем, и еще все замито карамелью, то есть достаточно такая сладкая штука, специфическая, но окей, традиции, поэтому был, естественно, он. Вот. И потом все танцевали до 2 ночи и пили коктейли, и все, в принципе, как на любой обычной свадьбе. Кроме того, что все были прекрасно сдержаны, веселы, не было замечено ни одного пьяного человека, потому что, мне кажется, сложно напиться на винодельне, где подают только вино, да еще в ограниченных количествах. Все были просто веселы и счастливы отмечать красивый праздник. Вот, рассказала вам про свои самые яркие запоминающиеся моменты лета. Если что-то вспомню, запишу еще одно видео. В общем, надеюсь, у вас тоже это лето было интересным, ярким, запоминающимся, красивым. Всех целую. И дальше видео посвящу чему-нибудь другому. Например, своим главным эмоциям от осени. Можно делать такой календарь, главные события всего календарного года. Все, всех целую, всем пока.